Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить шоколадные тарталетки. Это очень вкусный и красивый десерт. Хрустящие рассыпчатые корзиночки с нежным заварным кремом и любыми сезонными ягодами. Давайте начнем готовить, и вы узнаете, как делать песочное тесто сабле, чтобы тарты получились хрустящими, рассыпчатыми и очень вкусными. Итак, для шоколадного теста мне понадобится 200 граммов пшеничной муки, 35 граммов миндальной муки, 80 граммов сахарной пудры, 25 граммов какао, 55 граммов яиц, это одно большое яйцо, и 115 граммов сливочного масла, щепотка соли. Просеиваю в чашу миксера муку, сахарную пудру, миндальную муку, какао и соль. Туда же отправляю порезанное мелкими кубиками холодное сливочное масло. Масло обязательно должно быть холодным, это первое важное условие. Это тесто вообще не любит высоких температур. Если у вас на кухне жарко, то вы можете охладить и все сухие ингредиенты прямо с чашей миксера, положив туда еще и насадку и поставив ненадолго в холодильник. При помощи насадки весло нужно смешать все ингредиенты до состояния крошки, чтобы не осталось нерастертых кусочков масла. На это может уйти минут 5. Должна получиться вот такая крошка. Разобью холодное яйцо, размешаю его вилкой и выливаю все это на песочную крошку. После этого тесто долго замешивать не нужно, так как масло начнет таять. Как только все соединилось, выключаю миксер. Делю тесто на две части. Первую часть выкладываю на лист пергамента, накрываю вторым листом и начинаю его вытягивать скалкой. Вот таким образом. Можно и просто раскатать, но катать лучше в одном направлении, так как пергамент начинает собираться под скалкой и тесто получается не идеально гладким, а с заломами. Если такое произошло, то просто снимите верхний лист, снова накройте им тесто и продолжайте раскатывать. Идеальная толщина теста для тартов 2-2,5 мм. Первую часть теста отправляю в холодильник и раскатываю оставшееся. Тесто должно стабилизироваться в холодильнике 4 часа. Только после этого можно будет формировать тарты. Это тоже важный этап приготовления тартов из песочного теста. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт, и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Вторая часть теста тоже готова. Отправляю и ее в холодильник. Мое тесто стабилизировалось, можно начинать формировать тарты. Достаю из холодильника первый пласт теста вместе с полкой. Это очень удобно, потому что тесто не соприкасается с теплой столешницей и не успевает нагреваться. А легче всего работать именно с холодным тестом. Снимаю пергамент. Вырубаю тесто. Переворачиваю формочку и немного стучу ею о противень. Тесто опускается на дно формы. Можно немного помочь руками. Вырезаю следующие заготовки. Оставшееся тесто пока уберу в холодильник, а затем его снова раскатаю, стабилизирую и вырежу тарты. Достаю вторую часть теста и вырежу стенки тартов. Высота формочки 2 см, но я сделаю чуть больше, а потом лишнее просто срежу ножом, и таким образом получится идеально ровный край. При помощи металлической линейки отрезаю ровные полоски.
Так как диаметр формы 8 см, то длина этой полоски должна быть примерно 24-25 см в зависимости от толщины теста. Переношу полоску в форму и слегка придавливаю ее к стенкам. Если получился небольшой нахлёст, то лишнее тесто аккуратно подрежьте ножом. А если вам немного не хватило длины, то вставьте маленький кусочек, а потом разгладьте руками. Главное, опустите полоску на дно формы, чтобы не осталось зазоров внизу. Если вы еще не закончили, а тесто нагрелось и стало мягким, охладите его и продолжайте дальше. Вот такие тарты у меня получились. Отправляю их в морозилку на 30 минут. Тесто должно выстояться в формочках, тогда оно не будет сползать в процессе выпечки. С уже замороженных тартов срезаю ножом лишнее тесто и получается идеально ровный край. Сразу ставлю в разогретую до 160 градусов духовку. Выпекайте тарты 15-20 минут. Ориентируйтесь по вашей духовке. Свои я выпекаю ровно 20 минут. Нужно достать их из формы и дать полностью остыть, желательно на решетке. Формы очень легко снимаются, ничего не пристает. Корзиночки получаются ровненькими. Очень красиво смотрится перфорация от коврика, в общем, красиво как ни крути. Из данного количества теста получается 15-16 тарталеток. Все зависит от толщины ваших заготовок. Напечь их можно заранее, они прекрасно хранятся в коробке или контейнере, только не ставьте их в холодильник, они не будут хрустящими. Мои тарталетки я выпекала 2 недели назад. Если вы любите шоколадные тарты, у меня на канале есть рецепт именно шоколадных тартов с орехами, карамелью и шоколадным ганашем. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Приготовлю крем. Для него мне понадобится 200 мл молока, 1 желток, 60 граммов сахара, 14 граммов кукурузного крахмала, 6 граммов желатина, 100 мл сливок жирностью 33% и экстракт ванили. Крем я буду делать на 8 тарталеток. Если вам нужно больше, то увеличивайте количество ингредиентов. Желатин отправляю в холодную воду. У меня желатин листовой. Если у вас порошковый или гранулированный, то используйте такое же количество, только залейте его водой или молоком в соотношении 1 к 6. 1 часть желатина, 6 частей воды. И дайте ему набухнуть. Желток соединяю с сахаром и взбиваю венчиком до посветления. Затем добавляю крахмал. Хорошенько размешиваю. Если масса сильно густая, то можно добавить пару ложек молока, чтобы легче перемешать. Остальное молоко ставлю на плиту и довожу до кипения. Затем понемногу вливаю его в желтковую смесь и быстро размешиваю. Добавляю пол чайной ложки экстракта ванили и переливаю смесь назад в сотейник. Ставлю на плиту и увариваю крем до загустения. Вот такой консистенции он получился. Отжимаю желатин. И отправляю в крем. Размешиваю до полного растворения желатина. Перекладываю крем в мисочку и накрываю пленкой в контакт. Крем должен остыть до комнатной температуры. Еще больше тартов с ягодными начинками и различными вариантами кремов вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу.
Пока крем остывает, я покрою тарталетки внутри слоем шоколада, для того, чтобы они не размокали и как можно дольше оставались хрустящими. Просто растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане и кисточкой хорошенько смажьте тарталетки. Дайте шоколаду застыть. За это время остыл и крем. Теперь охлажденные сливки вливаю в охлажденный ковшик. Его я предварительно подержала в морозилке 10 минут, так сливки гораздо быстрее взбиваются. Сливки готовы. Заварной крем остыл, хорошенько разминаю его лопаткой, чтобы он стал однородным. Если лопаткой у вас не получилось размешать до однородности, можно взбить венчиком, тем же, которым взбивали сливки. Частями добавляю взбитые сливки. Сейчас взбивать уже ничего не нужно, только тщательно и аккуратно вмешиваем сливки в крем. Ввели одну часть, добавляем другую. Готово! Перекладываю крем в кондитерский мешок и сразу заполняю им тарталетки. В креме содержится желатин, и он постепенно начнет застывать, так как сливки были холодные. Заполняю все тарталетки и разравниваю поверхность, хотя это не обязательно, так как крема видно не будет, я покрою его ягодами. Но все же, если хотите, чтобы поверхность была гладкой, смочите столовый нож в кипятке, оботрите насухо и разгладьте им поверхность. У меня на канале есть рецепт тартов «Красный бархат» с фисташковым кремом. Они очень красивые и очень вкусные. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Ягоды и фрукты для украшения можете брать любые сезонные, которые у вас есть. Также хорошо подойдут консервированные персики, ананасы, манго, словом, все на ваш вкус. Если фрукты будут консервированные, то предварительно дайте жидкости хорошо стечь, чтобы тарты не размокли. Ну а чтобы фрукты и ягоды не подвяли и имели красивый и блестящий вид, я покрою их нейтральной глазурью. Готовится она очень просто, и если застынет, то ее легко можно снова подогреть в микроволновке до нужной консистенции. Для нейтральной глазури нужно 100 грамм сахара, 75 мл воды, 4 грамма желатина. Начну с того, что заливаю желатин водой в соотношении 1 к 6 и дам ему набухнуть. Воду беру из общего количества. Вливаю воду в сотейник и всыпаю сахар. Довожу до кипения и дам сахару раствориться. В слегка остывший сироп отправляю желатин и размешиваю до полного растворения. Даю глазури остыть. Затем кисточкой покрываю ягоды. Посмотрите, как они сразу заблестели. Глазурь не дает им подсыхать и обветриваться. Вот такой красивый и вкусный десерт получился. Если вы испечете песочную основу заранее, то сборка тартов не займет у вас много времени. Мои любимые рецепты десертов смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.